Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет видео про отливку шлема из пластика, точнее при помощи пластика вот такой буду использовать. Я, конечно, понимаю, что таких видосов уже полно, но все их посмотрев, я, допустим, не понял, какой объем пластика необходимо затратить, на изготовление шлема. Количество слоев, допустим, тоже мне не очень понятно, поэтому хочу это сделать сам, и заодно вам показать. Так, еще раз, пластик вот такой вот буду использовать. Не реклама, конечно. Компонент А и компонент Б смешиваются у нас в пропорции 1 к 1. Пластик я уже попробовал. Что могу сказать? Пластик очень даже неплохой. При застывании становится белым, вот таким вот цветом, то есть непрозрачный, достаточно гибкий и достаточно прочный. Будем отмерять по 10 мл каждого из компонентов, потому что много брать не стоит, потому что пластик разогревается и быстро застывает. И теперь начинаем равномерно распределять по внутренней поверхности нашего шлема. Пластик залил, ушло где-то 2/3 из каждой банки. Сейчас сниму этот кожух, силикон, и посмотрим на толщину пластика. Если толщина пластика будет недостаточная, то, соответственно, тогда будем уже лить прямо в шлем без этой силиконовой формы, потому что она достаточно тяжелая и ее вертеть трудновато. Вот такой шлем получился. Так, что можно сказать? Видны косяки, конечно, по отливке силикона, но они легко устранятся, шлифовка обычная. Так, детализация очень даже неплохая. Остался шов сзади, но тоже легко решаемо канцелярским ножом. Просто срежется и потом немножко подшлифуется. Пластик тонкий. Я думаю, надо будет остатки вот этого жидкого пластика дозалить, и тогда, в принципе, хотя тонковато можно сделать попрочнее. На этом, я думаю, все, друзья. Кстати, смотрите, прикупила такую штучку. Называется она кевлар, кевларовая ткань. Смотрите, что будет в следующем видео, будет интересно. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!